Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Жизнь в Турции. И сегодня будет короткое, совсем маленькое, чисто информационное видео. Оно будет полезно для людей, которые будут въезжать в Турцию буквально в ближайшее время. С 1 июня у нас изменили правила въезда в страну. Там очень много что написано, поэтому я подготовила для вас и просто зачитаю. Турция с 1 июня изменила правила для въезжающих. 4 пункта. Первый. Пассажирам, прилетающим из Афганистана, Бангладеш, Бразилия, Южная Африка, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка и для тех, кто предположительно находился в этих странах в течение последних 14 дней, будет необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР за 72 часа до прибытия в Турцию, и после этого вы будете помещены еще дополнительно на 14 дней на карантин. По истечении 14-дневного карантина будет произведен дополнительный тест ПЦР. Если он отрицательный, то все карантинные меры с вас будут сняты. Пункт номер 2. Пассажиры, прилетающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура, должны будут предоставить отрицательный результат теста ПЦР, который должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. Пункт номер 3. При въезде в Турцию из стран, не включенных в первых 2 пункта, пассажиры не будут обязаны предоставлять отрицательный результат теста ПЦР, если они предоставят документ, выданный официальными властями соответствующей страны, в котором говорится, что они, первое, были вакцинированы не менее чем за 14 дней до въезда в страну, либо переболели коронавирусом и вылечились в течение последних 6 месяцев. Для таких пассажиров карантинные меры применяться не будут. В противном случае пассажиры, которые не вакцинировались, либо не переболели в течение 6 месяцев, обязаны будут предоставить тоже на выбор 2 документа. Первое. Негативные результаты ПЦР-теста, проведенные максимум до 72 часа до въезда в Турцию, либо результат экспресс-теста на антигены, проведенный максимум за 48 часов до въезда в Турцию. Это был пункт 3. Пункт 4. За исключением пассажиров, прилетающих из стран, перечисленных во 2 пункте, въезжающие в Турцию люди могут быть подвергнуты ПЦР-тесту в пункте прибытия, например, в аэропорту. После этого вас отправят на тот адрес, который вы прилетаете. Если через несколько дней результаты анализа окажутся отрицательные, для вас не будут действовать никакие карантинные меры. И если же окажется положительный, то у вас будет 14-дневный карантин, после которого вы опять будете сдавать тест на ПЦР. И в самом конце, что я хочу вам отметить, ранее в Турции с 15 мая были отменены тесты ПЦР для туристов из 16 стран. Теперь же те страны, которые въезжали с 15 мая без ПЦР-теста, все это отменяют, и теперь новые правила будут действовать и для этих 16 стран. Если честно, то я не совсем помню, какие именно 16 стран входили в тот перечень стран, въезжающих на территорию
Турции без ПЦР. Помню только одну страну, Украина въезжала к нам без ПЦР с 15 мая, но с 1 июня все правила поменяли, и для них тоже теперь есть ПЦР-тест. Поэтому, если вы будете в ближайшем будущем приезжать в Турцию на отдых, узнайте у вашего туроператора, какие именно документы вам надо предоставить на въезде в страну. На этом буду заканчивать. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Если да, ставьте лайки. И все, пока-пока. До встречи в моих следующих видео.